Всем привет! Меня зовут Петрова Екатерина, я психолог. Я сотрудничаю много лет с российскими ЛГБТ-организациями, в том числе с российской ЛГБТ-сетью. И сегодня я вам расскажу о камин-ауте, о том, как к нему можно подготовиться и как справиться с его последствиями. Когда мы говорим о камин-ауте, имеется в виду камин-аут перед родителями. Да? То есть это самый частый запрос, один из частых запросов в психологическую службу, ну и вообще одна из самых сложных и серьезных проблем для ЛГБТ-людей. Большинство людей мы хотим быть открытыми, и мы хотим быть в близких отношениях со своими родителями. Поэтому, когда нам приходится скрывать такую важную и значимую часть своей жизни, то это вызывает такие эмоциональные страдания, напряжение, постоянная необходимость прятаться, что-то скрывать, жить двойной жизнью. Это вызывает очень большое давление, напряжение, и это в том числе влияет на здоровье, как на психологическое, так и на физическое. Ну, например, есть исследования о том, что среди тех, кто сделали камин-аут, меньше злоупотребления алкоголем и наркотиками, и люди себя ощущают психологически более комфортно, чем среди тех людей, которые камин-аут не сделали. Можно сказать, что путь к камин-ауту перед родителями и другими близкими людьми начинается с камин-аута перед самим собой. То есть никто из нас не просыпается в какой-то прекрасный день с осознанием, что я лесбиянка, или я гей, или я бисексуалка, или я трансгендерный человек. Мы проходим через несколько этапов в принятии себя, в формировании этой своей идентичности. То есть обычно это начинается с того, что в моей голове зарождаются какие-то сомнения о том, что, ну вот, кажется, мне нравятся девушки. И я какое-то время с этими сомнениями живу, хожу, их обдумываю. И, конечно, общественное давление, ну вот это общественное мнение так называемое, оно не благоприятствует тому, чтобы я себя там сразу приняла, что я лесбиянка, это так здорово, это так прекрасно. Нет, да, мы все знаем, что общество полно стереотипов, мифов и предрассудков, и поэтому все это на нас давит, и, конечно, не хочется себя ассоциировать с ЛГБТ-сообществом изначально. И когда этот опыт, он уже появляется, когда он уже накапливается, когда я понимаю, что да, есть эти люди, и с ними все в порядке, они не вот эти вот страшные из пугалок, из мифов и стереотипов какие-то чудовища, а совершенно прекрасные, замечательные люди. И там я в кого-то, может быть, влюбилась, у меня были отношения. После этого я уже более готова себя принять как лесбиянку или бисексуалку. И когда я уже сделала этот камин-аут перед собой, приняла себя как лесбиянку, я могу идти к другим людям, к своим близким, которые мне важны, и я хочу, чтобы они знали о моей жизни, я хочу, чтобы они меня поддерживали, чтобы они знали моих партнерш, чтобы мы были все вместе в едином семейном пространстве. Что же мешает сделать камин-аут сразу, как только я понимаю о себе, что я принадлежу к ЛГБТ-сообществу? Во-первых, для большинства ЛГБТ-людей является проблемой страх реакции родительской. То есть мы не знаем точно, как родители отреагируют. Даже если мы обсуждали уже эту тему ЛГБТ со своими родственниками, родителями, все равно на 100% никогда невозможно предугадать, какой именно будет реакция. Ну и страх того, что неизвестно, как дальше будут складываться отношения после камин-аута, потому что понятно, что у родителей есть представление о жизни ребенка, о будущем своего ребенка, о том, что ребенок вступит в брак, родит детей. Ну, для большинства родителей это верно. И получается, камин-аутом мы вот эту историю немножечко можем разрушить. Если вы предполагаете, что ваши родители могут отреагировать агрессивно и, может быть, даже насильственно, то я бы предложила оценить свои ресурсы. Живете ли вы с родителями или есть ли у вас в случае конфликта место, где вы могли бы пожить отдельно от них? Есть ли у вас источник дохода какой-то независимый от родителей?
А есть ли в вашем городе или поблизости с вами какие-то ЛГБТ-организации, инициативы, которые могли бы вам помочь? Или это могут быть не ЛГБТ-организации, это могут быть какие-то другие организации, если там есть компетентные специалисты, психологи, юристы, социальные работники, которые могли бы оказать поддержку в сложной ситуации. И в-третьих, вы можете подумать о том, какой момент будет более благоприятным для разговора. То есть, может быть, будет лучше выбрать момент, когда все в семье довольно спокойны, нет каких-то серьезных проблем или болезней, или нет какой-то большой загруженности на работе. То есть, когда люди находятся в достаточно комфортном состоянии, в достаточно комфортной обстановке. Многие хотят получить ответ на вопрос, как же правильно сделать камин-аут, чтобы все прошло хорошо и чтобы родители приняли. К сожалению, какого-то рецепта для того, чтобы вас приняли родители, не существует. Я могу дать несколько небольших рекомендаций о том, как можно помочь себе в этом процессе и как можно помочь родителям. Важно помнить, что разнообразие сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей – это абсолютно нормальное явление. И если ваши родители реагируют на это агрессивно или если их это очень сильно расстраивает, то это не ваша ответственность и это не ваша вина. К сожалению, так бывает иногда, но важно помнить о том, что с вами все в порядке. К счастью, насколько мы знаем, в настоящее время все больше и больше родителей принимают своих детей после камин-аута, но в целом это все еще не так часто случается, как хотелось бы. Что может происходить после камин-аута, да? То есть чего можно ожидать и к чему можно готовиться? Для многих родителей этот процесс, который они проживают, он похож на процесс переживания горя. То есть обычно он состоит из нескольких стадий. Сначала стадия шока, то есть для человека вообще это абсолютно новая информация, но она длится недолго, там, до нескольких часов обычно. Следующая стадия – это отрицание, то есть когда родители не верят, когда они не могут воспринять эту информацию, когда они пытаются переубедить ребенка в том, что на самом деле это неправда, и ты не гей, ты не лесбиянка, ты не трансгендер, ты не бисексуал. И эта стадия может занять довольно долгое время. То есть оно индивидуальное, но многие находятся в этой стадии годами, к сожалению, и это такая большая проблема. В хорошем варианте развития событий через все эти сложные переживания родители переходят к стадии принятия, когда они принимают, что да, действительно это так, и в этом нет ничего страшного, с этим можно жить, с этим можно как-то справляться, если мы сейчас говорим с родительской позиции, когда мы говорим все-таки как о проблеме. И, конечно же, если у вас есть силы поддерживать своих родителей и проявлять свою любовь к ним, как к людям, для которых это новая и сложная информация, и они проходят через сложный этап своей жизни, это может тоже им помочь справиться с процессом принятия, с этим процессом горевания и прийти вот к процессу принятия. То есть в каком-то смысле можно сказать, что мы здесь меняемся ролями с родителями, да, то есть как бы можно стать на такую немножко опекающую позицию и поддерживать человека, которому плохо, которому тяжело, который вот со сложным периодом своей жизни пытается справиться. На этом все. Желаю вам быть в гармонии с собой и со своими близкими. Кто-то может опасаться того, что будет... То есть какие мотивы побуждают к тому... Я ненавижу все это. И, конечно же, ваша любовь, ваша поддержка родителей...